Из-за погоды, видимо, обострились нарушения кровообращения, боль в икрах, и на днях на белки глаз проступили кровяные сосуды и небольшой дискомфорт. Чем можно отбеливать склеру глаз? Вы должны знать, что склера глаз не реагирует на что-то. Склеры глаз реагируют на сон человека. Если человек не спит, то у него повышается или поднимается давление в макуле, то есть сетчатке. И, конечно же, смена погоды начала приводить к тому, что появляется давление. Почему в икрах начинает появляться такое давление, вернее, в икрах появляется боль? Это тоже связано с давлением. Скорее всего, у вас поднимается давление, оно поднимается по принципу вот такой вегетососудистой дистонии. На сегодняшний день разработан ряд препаратов. Один из таких препаратов медицинских называется триплексам. Триплексам или его аналоги. Триплексам. Они есть разные, вот триплексам и триплексам компендиум и так далее. Чем интересен данный препарат? Он интересен тем, что в состав препарата, помимо всего прочего, входит и бета-блокаторы, которые нормализуют состояние ритма сердца. Входят вещества, которые убирают фермент или гормон, который называется гипертензикиназа, вот я не помню, как он называется. И сейчас я триплексам напишу, и мы о нем почитаем. Триплексам. Действующие вещества содержит периндоприл, аргинин, дальше индопамин и амлодипин. Получается, это ингибиторы АПФ, и это адреноблокаторы и так далее. Таким образом, можно сказать, что данный препарат является уникальным препаратом, учитывающим все проблемы, появляющиеся у человека, независимо от того, каким видом гипертензии он страдает. Поэтому я рекомендую использовать таблетки триплексам. Как выбирать для себя дозировку? Есть оптимальная дозировка, это 10-2,5-5 миллиграммов. Вот можно использовать вот такую дозу, один раз в день принимать одну таблетку. Это уберет у вас проблемы склеры, проблемы судорог в икрах. Также могу сказать, что можно использовать и наши препараты. Первый препарат это рутин, второй препарат это тонизон и чай-тонизон. И третий препарат это морбустоп. Также необходимо увеличить количество дневного и ночного сна, так как очень часто именно укорачивание дневного сна или ночного сна или общего количества сна приводит к появлению вот таких вот симптомов.